Тегеран говорит, не ждут инспекторов МАГАТЭ, да и в принципе ядерная программа табу. Трамп настаивает, инспекторы уже спешат. Не нужно преуменьшать победу США. Прекращение огня в Ливане – неотъемлемый пункт в договоренностях между Вашингтоном и Тегераном. В Бейруте в знак благодарности развесили портреты аятолл. «Время не на стороне России, пора договариваться», заявил представитель США в ООН. Лавров говорит, «Мы готовы», а Путин заявил, «Предпосылок для прямого разговора с Киевом не было и нет. Крым практически в полной блокаде. Нет электричества. Бензин только для избранных. А детский летний отдых уже закончился, не успев начаться». Такер Карлсон отказался не только в поддержке Дональда Трампа, но и от самой республиканской партии. Уже традиционный забег собак породы такс прошел в Германии. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В МИД Ирана заявили, что не проводили встреч с руководством МАГАТЭ и не планируют допускать инспекторов на ядерные объекты, поврежденные в результате ударов США и Израиля. При этом иранская сторона подчеркнула, что ее ракетная программа не является предметом переговоров и обсуждаться не будет. У нас не было встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии, и у нас нет никаких планов по проведению инспекций агентством иранских ядерных объектов, которые были повреждены в результате военного нападения Соединенных Штатов и сионистского режима. В принципе, никакой процедуры по этому вопросу вообще не существует. Абсолютно. Оборонные и ракетные возможности Ирана никогда не были частью наших переговоров и никогда не будут предметом переговоров с какой-либо страной. Начало переговоров по этим двум вопросам зависит от выполнения конкретных положений меморандума о взаимопонимании. Мы стараемся обеспечить выполнение всех этих положений как предварительных условий для начала переговоров. Часть из них уже выполнена, а часть находится в процессе реализации. Иран согласился допустить ядерные инспекции на долгосрочной основе, несмотря на заявление Тегерана о том, что никаких подобных договоренностей достигнуто не было. На этом настаивает президент США Дональд Трамп. Несмотря на их протесты и ложные заявления об обратном, в сочетании с непрекращающимся барабанным боем фейковых новостей, которые делают все возможное, чтобы представить победу США как можно менее значительной и несущественной, Иран полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции самого высокого уровня на длительную перспективу. Бесконечность — это обеспечит ядерную честность. Если бы они не согласились на это, дальнейших переговоров не было бы. Исходя из этого и других крупных уступок, на которые идет Иран, я согласился позволить Ормузскому проливу оставаться открытым, без дальнейшей морской блокады. Однако все корабли остаются на своих местах на случай, если возникнет необходимость вновь ввести блокаду, что на данный момент представляется крайне маловероятным. Деньги и слэш, или санкционные послабления, которые Министерство финансов США предоставляет, будут помещены на эскроу-счет, контролируемый США, и будут использоваться для закупки продовольствия и медицинских товаров исключительно в Соединенных Штатах, включая кукурузу, пшеницу и соевые бобы у наших великих американских фермеров. Это именно то, в чем Иран отчаянно нуждается. Это гуманитарный кризис, и я считаю необходимым помочь сейчас, пока не стало слишком поздно. Переговоры проходят хорошо. Спасибо за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп. После первых переговоров между США и Ираном работа над возможным мирным соглашением продолжается сразу на нескольких направлениях. Накануне в Оман прибыла иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи. В Маскате обсуждали возобновление судоходства через Ормузский пролив. По словам иранской стороны, участники переговоров договорились создать механизмы координации, включая горячую линию для предотвращения инцидентов на одном из важнейших маршрутов мировых поставок нефти. Во вторник переговорная активность переместилась в Пакистан. Сначала в Исламабад прибыл глава иранского МИД Аббас Аракчи, а затем президент Ирана Масуд Пезешкиан. Пакистан вместе с Катаром выступает посредником в диалоге между Тегераном и Вашингтоном. Стороны обсуждают дорожную карту, которая должна привести к заключению постоянного соглашения в течение ближайших 60 дней. Также президент Ирана заявил, что дальнейший прогресс возможен только при полном выполнении достигнутых договоренностей и их точной реализации. Эффективность переговоров зависит от полного соблюдения согласованных обязательств и их точного выполнения. Продвижение на этом пути будет оцениваться по практическому выполнению принятых на себя обязательств. Заявления, выходящие за рамки согласованного текста, не способствуют продвижению переговоров.
В Ливане вновь спорят о роли Ирана. Вдоль дороги к аэропорту Бейрута появились билборды с благодарностью Тегерану и портретами нового верховного лидера Ирана Маджтаба Хаминеи и его отца Али Хаминеи. Одни жители называют Иран главным союзником страны и благодарят за поддержку. Другие считают такие плакаты попыткой усилить внутренние разногласия. Конечно, я поддерживаю благодарность Исламской Республики Иран. Мы благодарим их и благодарим всех, кто был рядом с нами и помогал нам. Есть и другие стороны, которые оказывают помощь. Но прежде всего, после Бога, наибольшая заслуга принадлежит Исламской Республике. Я против этого, однозначно против. Для нас важно то, что происходит здесь, в нашей стране. Нас не волнует, чего хочет Иран. Зачем эти фотографии и эти плакаты? Зачем разжигать раздор в стране? Нам не нужны внутренние проблемы, я уже говорил, ради какой-то картинки. Тем временем Тегеран настаивает. Безопасность Ливана является частью соглашения между Ираном и США. Иранский посол в ООН Али Бахрейни заявил, что новые удары по Ливану являются для Тегерана красной линией и предупредил Израиль о возможном ответе в случае нарушения договоренностей. Было установлено своего рода хрупкое прекращение огня в Ливане, и, похоже, оно сохраняется. Поэтому переговоры начались в Бюргенштоке в воскресенье. Они продолжались до полуночи. И, как мне кажется, на переговорах был достигнут определенный хороший прогресс. Прежде всего, в отношении Ливана мы ясно дали понять всем сторонам меморандума о взаимопонимании, что Ливан является неоспоримой частью этого соглашения. Безопасность и территориальная целостность Ливана должны уважаться. Война против ливанского народа должна быть прекращена. Не должно быть никаких новых атак против Ливана. Мы считаем, что прекращение войны и военных операций в Ливане включает вывод израильских сил с ливанской территории и прекращение оккупации. Красная линия Ирана — это любая новая атака против Ливана. Как вы знаете, из-за этих атак, даже ударов по южной части Ливана, Иран считал, что нет оснований для завершения переговоров, и мы не были готовы начинать этот раунд переговоров. Иранская делегация прибыла в Бюргеншток только после того, как получила гарантии, что не будет атак ни на одну часть Ливана. Мы должны предупредить Израиль и дать ему понять, что если он будет нарушать меморандум о взаимопонимании в любой форме, включая атаки на Ливан и Хезболлу в Ливане, то Иран ответит. Иран заявил, что обязательно даст ответ. Украина может пересмотреть свое предложение о прекращении огня по линии фронта. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред Украины Андрей Мельник. По его словам, Киев готов к прямым переговорам с Москвой, однако ожидает более активных международных усилий для достижения перемирия. Россияне ощущают на себе мрачное дыхание этой войны. Почти 40% российских нефтеперерабатывающих заводов повреждены и больше не поддерживают военную кампанию. Последние дни показали, что даже щит противовоздушной обороны вокруг Москвы, усиленный системами, переброшенными со всей России, не способен защитить военные объекты. И это только начало. На протяжении последних 15 месяцев Украина неоднократно призывала Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, протянутая Украиной рука так и осталась висеть в воздухе. Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. Но наше терпение не безгранично. Если Совет Безопасности и дальше будет придерживаться выжидательного подхода, я не исключаю, что Украина может пересмотреть и изменить свое предложение. Прекращение огня по фактической линии фронта уже является большим компромиссом. Как ясно дал понять президент Трамп на саммите G7 на прошлой неделе, Россия должна пойти на соглашение. Время играет не в пользу Москвы. Россия теряет около 40 тысяч человек ежемесячно. Ее экономика испытывает серьезное давление. Украина быстро внедряет новые технологии и решения. Дипломатия и переговоры, а не дальнейшее кровопролитие — единственный путь вперед. Ничто другое не сможет остановить эти бессмысленные человеческие жертвы. Эта война продолжается слишком долго, и она должна закончиться. На заседании также обсуждался удар по Киево-Печерской лавре, ответственность за который стороны трактуют по-разному. Представленные киевским режимом материалы, якобы подтверждающие применение БПЛА «Герань» по Успенскому собору Киево-Печерской лавры, являются очередной пропагандистской акцией. Этот фейк, как многие другие, рассыпается при первом же детальном рассмотрении. Продемонстрированные Киевом обломки БПЛА с проржавевшим двигателем больше похожи на заранее заготовленный реквизит, чем на фрагменты беспилотника, якобы только что участвовавшего в ударе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, 23 июня, что Москва готова возобновить мирные переговоры с Украиной с того момента, на котором они были прерваны. Мы готовы разговаривать с Киевом, как мы и были готовы всегда.
Мы были готовы разговаривать в Стамбуле в 22 году, когда украинцы привезли свои предложения о том, на каких условиях прекратить этот конфликт с обеспечением законных интересов Донбасса. Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились. Наверное, в том году украинцам опять кто-то сказал, не надо никаких действий по продлению диалога, давайте воюйте. Вот они воюют. Но еще раз скажу, что президент каждый раз, когда он выступает по украинской теме, он подчеркивает, что мы однозначно предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование. Владимир Путин выступил на церемонии вручения дипломов выпускникам военных вузов в Кремле. В своей речи он снова обвинил Запад в якобы навязанной агрессии. Современная международная ситуация далека от стабильной. Не прекращается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке. Серьезно повысился конфликтный потенциал в целом ряде регионов мира. В том числе на пространстве Евразии. Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе. Схема действий так называемого же демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России. Даже нам хорошо все это известно, хорошо знакомо. Даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года, именно вероломного нападения, Запад, гитлеровская Германия пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против, как мы сегодня говорим, коллективного Запада. Удивительно, но до сих пор это еще рассматривается в квазинаучных кругах. Подчеркну, Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надежно обеспечив военную безопасность каждого государства. Вместе с тем, мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. После официальной части Путин пообщался с офицерами в неформальной обстановке за бокалом игристого. Говорит, прямых переговоров с Киевом не планируется. То письмо, которое товарищ Зеленский вам тогда, помните, вы на Петербургском украинском форуме озвучили, называли это бумажкой, все-таки он не создает предпосылок к каким-то переговорам? Нет, такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы наоборот создать какой-то конфликтный потенциал. Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личных встреч, хотим личности. Ну и что? А через 3 дня удар по Старобельску. Как это понимать? Как это понимать? Ну что же здесь? Какие же предпосылки для личных встреч и переговоров? Не хочет этого замечать. Понимаете? Никто. В оккупированном Крыму после ночной атаки фиксируются масштабные перебои с электро- и водоснабжением. По данным подконтрольного России предприятия «Крымэнерго», без света остались Евпатория, Саки, Джанкой, Красноперекопск, а также несколько районов полуострова. В ряде населенных пунктов остановлена работа электротранспорта. В Керчи сообщалось о пожарах в районе теплоэлектроцентрали, железнодорожной инфраструктуры и порта. В оккупированном Севастополе ввели дополнительные ограничения безопасности. По распоряжению назначенного Россией губернатора Михаила Развозжаева с 22 июня общественный транспорт в городе работает только до 10 часов вечера, а крупные магазины и кафе должны закрываться уже в 8.
Также ограничена работа уличного освещения и запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. То, что с сегодняшнего дня, опять же, распоряжение губернатора, то, что транспорт будет, посадка транспорта осуществляется до 22 часов, то есть еще есть время доехать людям домой. У нас, например, сотрудница живет очень далеко, и для нее было критично до 21:00, она работает только до 21, а ехать ей в Балку Бергмана. Вот таких, конечно, людей понимаю, что так как до 22, я думаю, что большинство людей предусмотрят. Если не предусмотрят сами граждане, я думаю, что предприниматели, у которых работают люди, они тоже обратят на это внимание, пойдут на уступки просто. Мне лично все нравится на данный момент. Я считаю, что все-таки, что вот лично моих близких, друзей и всех горожан, безопасность города – это прежде всего. В связи с последними событиями это особенно. Не только нашего города и всего полуострова. Мы все понимаем прекрасно, что происходит. Поэтому прежде всего это безопасность. Я обычно все свои дела делаю в дневное время, в ночное время, в вечернее время. По супермаркетам я не хожу, поэтому меня особо это не касается. Я даже не знала, что они теперь до 20 только работают. Кроме того, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке до 1 сентября бронирования, приема и размещения детей в лагерях, санаториях и других объектах отдыха. Ограничения распространяются как на оздоровительные учреждения, так и на организованные детские группы, прибывающие для участия в туристических и других мероприятиях. Фактически это означает сворачивание летнего детского сезона на полуострове. Одновременно в Крыму сохраняются проблемы с обеспечением топливом. После серии украинских ударов по объектам хранения и логистики оккупационные власти ввели ограничения на продажу горючего. По сообщениям местных администраций, в первую очередь топливо направляют для нужд экстренных и специальных служб, а также критической инфраструктуры. В Кремле признают наличие перебоев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти и нефтяные компании координируют действия для стабилизации ситуации и минимизации последствий. В правительстве только механизм координации есть и с нефтяными компаниями. Само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена. И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима. Южная Корея заявила о готовности принять всех северокорейских военнопленных, захваченных в Украине, если они выразят такое желание. В Сеуле подчеркнули, что считают граждан КНДР своими соотечественниками в соответствии с Конституцией страны и выступают против их принудительной отправки в Россию или Северную Корею. Вопрос планируют обсудить на встрече глав МИД Южной Кореи и Украины 30 июня. 30 июня министр иностранных дел Чо Хён проведет встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который посетит нашу страну. В ходе встречи стороны обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, а также двустороннее сотрудничество. Разумеется, будет затронут и вопрос северокорейских военнопленных в Украине. Как мы неоднократно заявляли, правительство последовательно придерживается позиции, что северокорейские военнопленные в соответствии с нашей Конституцией являются гражданами Республики Корея. Поэтому, если эти люди захотят приехать в Южную Корею, мы примем их всех. Кроме того, в соответствии с принципами международного права, мы категорически не можем допустить их принудительную репатриацию в Россию или Северную Корею вопреки их собственной воле. Российский политолог Андрей Колесников заявил, что глава МИД России Сергей Лавров на закрытом заседании Совета по внешней и оборонной политике якобы высказался в поддержку применения ядерного оружия. По словам Колесникова, он получил эту информацию от участников встречи и сам на заседании не присутствовал. Я, естественно, не был ни на каком там Совете по внешней оборонной политике, последней ассамблее, но у меня там знакомые люди были, некоторое время выдержавшие то, что там произносилось. И там выступал Лавров. В самом конце выступления, как рассказывал очевидец, дипломатично уходя от каких-то вопросов, надо ли нам применять ядерное оружие, он сказал, все-таки я бы его применил. Да. Это говорит главный дипломат, формально главный дипломат, уже, видимо, не главный, все-таки Ушаков выше, но, тем не менее, формально главный дипломат Российской Федерации. В закрытой аудитории, где не обязательно быть ястребом каким-то и предстаешь, перед всем миром, обличая Европу, НАТО и все остальное. Это уже совсем люди съезжают куда-то. Притом это люди из того поколения, которое выросло на советских тезисах, вбитых в голову, что победителей в ядерной войне не бывает.
что лестница эскалации приводит неизбежно к гибели человечества, что миру мир. Вот как люди из этого поколения могут считать, что можно использовать, ограниченно использовать ядерное оружие, ну, честно говоря, для меня это еще одна ментальная и психологическая загадка. Когда именно прозвучало высказывание, не уточняется. Последняя известная ассамблея Совета с участием Лаврова состоялась в мае. Тогда министр говорил о рисках расширения международных конфликтов и назвал поддержку действий российских войск одной из ключевых задач дипломатии. На фоне войны против Украины тема возможного применения ядерного оружия периодически появляется в заявлениях российских политиков, экспертов и провластных комментаторов. Однако официальная позиция Москвы остается неизменной и предусматривает использование ядерного арсенала только в случаях, определенных российской военной доктриной. Один из самых известных консервативных журналистов США, Такер Карлсон, заявил, что больше не поддерживает республиканскую партию. В интервью подкасту Can't Be Censored он сказал, что не намерен голосовать ни за республиканцев, ни за демократов, поскольку считает, что нынешняя политика партии противоречит интересам американских граждан. Я бы не поддержал республиканскую партию. Нет никаких шансов, что я поддержу республиканскую партию. И я не собираюсь поддерживать демократическую партию. Я не знаю, что буду делать. Но на данном этапе, как можно поддерживать, как могу я или любой американский избиратель поддерживать политическую партию, которая не лояльна Соединенным Штатам, которая ставит интересы иностранного государства выше интересов собственных граждан? Это невозможно. Невозможно голосовать за таких людей. И я не буду. Я голосовал за республиканцев всю свою жизнь. Я работал на Fox News, CNN, MSNBC. На протяжении 35 лет я последовательно защищал республиканскую партию. Очень последовательно. Но сейчас защищать ее невозможно, потому что это аморально. И это прямо противоположно тому, что должна делать политическая партия в демократическом государстве. Представлять интересы своих избирателей, своих граждан, своей страны. А они этого не делают. Поэтому нет, я ухожу. И если ухожу я, то думаю, что многие другие тоже уйдут. Такер Карлсон – один из самых влиятельных представителей американских консервативных медиа. Бывший ведущий телеканала Fox News, он долгие годы оставался одним из главных медийных союзников Дональда Трампа. Во время президентской кампании 2024 года Карлсон открыто поддерживал Трампа, выступал на его мероприятиях и помогал мобилизовать консервативный электорат. Многие политические аналитики считают его одним из ключевых медийных голосов движения МАГА. Однако в последние месяцы отношения между Карлсоном и Трампом заметно ухудшились. Журналист резко критиковал американское участие в конфликте с Ираном, а весной этого года даже признался, что сожалеет о своей поддержке Трампа и считает себя частично ответственным за возвращение политика в Белый дом. Теперь Карлсон говорит, что окончательно разочаровался в республиканской партии и уверен, вслед за ним поддержку партии могут прекратить и многие другие консервативные избиратели. Более 100 такс приняли участие в необычных соревнованиях под Мюнхеном. В немецком Дахау прошел ежегодный забег собак этой породы, который собрал участников со всей Баварии. На территории гольф-клуба для соревнований оборудовали несколько параллельных дорожек. На старте владельцы отпускали питомцев, а на финише привлекали их внимание любимыми игрушками и лакомствами. Организаторы отмечают, что таксы известны своим независимым и упрямым характером, поэтому далеко не все участники стремились как можно быстрее пересечь финишную черту. Некоторые останавливались по пути или вовсе меняли направление движения. Несмотря на соревновательный формат, главной целью мероприятия стали не спортивные результаты, а совместный отдых владельцев и их питомцев. Забег сопровождался поддержкой зрителей и стал настоящим праздником для любителей одной из самых популярных немецких пород собак. Соревнования под названием Dackel Open проходят второй год подряд. Участвовать в забегах разрешено только таксам, тогда как представители других пород могли присутствовать лишь в качестве зрителей.